Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки физика, подготовка к единому государственному экзамену, теория движения тела брошенного горизонтально. И сейчас мы с вами решим задачу из очень хорошего сборника задач Московкиной и Волкова. Сборник задач по физике для 9 класса, задача 171. Ну, наша задача 2021-12. Давайте посмотрим, что это за задача. С вершины горы, образующей угол 60 градусов с горизонтом, в горизонтальном направлении брошен камень, который упал на склон горы на расстоянии 20 метров от вершины. Определите начальную скорость камня. Ну, как всегда, нужно представить, что происходит, записать данные и начать думать, что мы сейчас вместе с вами и сделаем. Ну, для начала нарисуем горку. Вот она вот такая вот у нас будет. Вот вершина горы, и горизонтально со какой-то скоростью, ну пусть это будет у нас скорость v нулевую, бросают камень. И он начинает лететь. И прилетает вот сюда. И вот это вот расстояние нам известно. Ну, давайте обозначим его там буквой x, допустим. Вот так вот. Вот это у нас x. То есть этот x по условию задачи равен 20 метров. Вот этот угол, да, под углом горизонту, да, вот. Вот у нас горизонт, это угол. Значит, угол 60 градусов. И нужно найти вот начальную скорость, которую это тело бросили. Вот так вот. Ну что мы знаем про горизонтальный бросок? Мы знаем, что по оси x тело движется равномерно. Значит, вот смотрим, вот это вот расстояние, обозначу, которое L, он пройдет равномерно. Вот со скоростью v нулевое. Значит, вот это вот L будет равняться у нас v нулевое и умножить на время t. А падать он будет вот. Что так, что вот так, да, по оси y. Вот, совершенно не важно. Потому что если у нас тело брошено, кстати говоря, допустим, горизонтально с какой-то вот высоты, да, и вот оно одно падает так. Потом мы увеличиваем скорость, вот такую, да, оно падает вот так. Какое из этих двух тел будет находиться в воздухе больше? Одинаково, потому что вот что у нас самое важное. Высота. Вот. Это мы тоже должны знать. Поэтому, обозначив вот эту высоту h, я, в принципе, уже могу решить эту задачу. Почему? Потому что вот эта вот высота h, это gt квадрат, деленное на 2. Но время-то неизвестно, и пока еще h неизвестно. Но мы его сейчас найдем, а пока запишем, чему будет равняться время. Время будет равняться квадратному корню 2h, деленное на g. Отлично. Поэтому вот скорость, которую мы ищем, v нулевое, это L, деленное на t. То есть вот на квадратный корень 2h, деленное на g. И мы смотрим. Нам неизвестно L, нам неизвестно h, но зато нам известен x, вот это вот расстояние. И известен вот этот уголок. Вот и все. Ну и давайте с вами посмотрим, да? Ну, допустим, у меня какой-то такой blackout, да, все вылетело из головы. Но мне очень хорошо вдолбили в голову. Вот иногда некоторые вещи нужно вдолбить вот в голову. Что такое синус угла альфа? Это отношение противолежащего катета к гипотенузе. А что такое косинус угла альфа? Это отношение прилежащего катета к гипотенузе. Значит, отсюда я могу сделать вывод, что h это у нас x
синус альфа. А отсюда я могу сделать вывод, что L это у нас x косинус угла альфа. Понимаете, да, в чем дело? Поэтому я сейчас просто-напросто вместо L запишу x косинус альфа, а здесь у меня будет стоять квадратный корень. 2, а h это у нас x синус альфа. И все это деленное на g. Ну вот, ребятки, задачка, в принципе, решена. Ну, тут можно, так сказать, поиграться чуть-чуть. Вот. Ну, допустим, здесь квадратный корень. Да, этот x сократить, а тут квадратный корень поставить. Ну, давайте не будем заниматься этим. Почему? Да потому что задачка-то, в принципе, решена. И мы должны просто-напросто подставить численные значения 20 косинус 60, и мы делим на квадратный корень 2 на 20 синус 60 и делим на 10. Вот все. А сейчас нужно просто-напросто взять калькулятор, подсчитать и получить ответ. Ну, понятно, что вот здесь вот нолик можно убрать, и здесь нолик убрать. Косинус 60 равен синусу 30, это половинка. То есть здесь получается, смотрите, здесь получается 10, а здесь 4. Правильно? Квадратный корень из 4 – 2. А здесь у нас будет квадратный корень из синус 60. Поэтому ответ у нас получается 5. Нужно просто-напросто поделить на синус 60 под квадратным корнем. Видите? Вот. Ну, давайте посмотрим, сколько это будет. Будет 5 и делим на квадратный корень. И делим на квадратный корень из синуса 60. И мы получаем с вами ответ. Ответ у нас получился 5,37. Потом там 2,8. Ну, 5,37 метров в секунду. Можно округлить до 5,4 метров в секунду. Вот такой вот ответ у нас получился в этой задаче. Вот все. Неплохая задача, согласитесь. И, конечно, ее нужно знать, как решать. А чтобы знать, как решать не только эту задачу, но и другие, вы должны записаться на самый суперский канал ФЭП. Физика – это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну и лайк, конечно, не забудьте поставить. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.